Всем привет! У нас доброе, прекрасное гуанское утро. Посмотрите, какая красота. Солнышко недавно только встало. 8 часов утра. Мы уже успели сходить на море. Проснулись в 6 часов. По утрам море спокойное, ветра нет. Артур немножечко полетал, поснимал видео. И сейчас мы собираемся завтракать. Парам готовит завтрак и накрывает на стол. Парам уже рыбку пожарил. Вы видите, какой у нас завтрак? Такой плотненький будет. Парам. Кам. О, еще что-то. Вы посмотрите. Какая еще сервировка. Панир. Огурчик порезал. Лепешечка. Ворона. Он хочет угостить ворону огурцом. Maybe she interesting for fish. Он еще, знаете, что сказал? Ганга. Ганга – это имя мамы Парама. И индийцы верят, что вот иногда души могут умерших вселяться в ворону. И вот нужно обязательно, если ты видишь ворону, ее накормить, успокоить душу. Вот видите, Парам положил огурчик и кусочек рыбы. Такой ассортимент. Посмотрите, еще и панир тоже положил. Панир – это как адыгейский сыр. Парам его поджарил со специями. Вот смотрите, ворона потихонечку подбирается. Говорит, отойди, она не подойдет, если ты будешь рядом. Вот. Приближается. У нас, кстати, видите, кокосы здесь растут. Фиш. В первую очередь рыба. Парам говорит, моя мама на самом деле очень любила рыбу, обожала больше всего. Так, мы уже переоделись. Парам, покажи, какой красивый сарафан я на себя надела. Уже на пляж сегодня не пойдем. Парам тоже, посмотрите, какой красивый, солидный мужчина в джинсах, в рубашечке. Артур тоже красавец. Значит, как я вам и обещала в предыдущей серии, сейчас мы поедем в жилой комплекс смотреть нашу строящуюся квартиру. Парам уже арендовал байк. И нас ждет сейчас долгий путь, примерно часа 2. Будем ехать до Балима, район до Балима. Ну что, Парам, what do you think? How you feel? Что ты чувствуешь? Я очень переживаю. I am so worried. I am okay. What sense we must worried or not worried? Говорит, какой смысл? Ну, у меня муж, как я вам раньше говорила, философ. Спокойный, как удав, всегда говорит. В любом случае все будет хорошо. Волноваться нет причин. Это ничего не изменит. Ну все, как хорошо, давайте, едем. С Богом. Отличная дорога, мы почти домчали. Сейчас остановились попить водичку, купить сок. Я, наверное, погорячилась, когда сказала, что придется ехать 2 часа. 35-40 километров. Я думаю, что мы преодолеем максимум за час. Сейчас вы видите, как парень готовит лимонад, но это не нам. Вон клиенты стоят за целлофаном, их не очень хорошо видно, но вообще молодец парень, видите, как он додумался, оборудовал свою палатку так, чтобы пыль не садилась на его товар, на его фрукты. Дорожная пыль. Ты так внимательно смотришь, сынок, запоминаешь рецепт. Я вам уже говорила, что мы с утра были на пляже, рано утром, в часов в 7 утра, где Парам выбирает кокос. You not choose? Рано утром, людей мало было. И мы уже поплавали, мы уже поделали все свои дела, пофотографировались, поснимали. И, значит, идем уже обратно, втроем, все рядом идем. И сидит на песочке, прямо сидит индианка, красивая, молодая девушка. Мы проходим мимо, она видит, что мы все втроем. И говорит, хай, вот так вот прямо машет ручкой, говорит, хай. И я смотрю, что она обращается не ко мне, не к Артуру, а именно к Параму, смотрит на него. Но мы, девушки, это понимаем, когда
просто там дружеское какое-то хай. В принципе, в Гоа это обычное явление. Тоже пока они там плавали с Артуром, я стояла, ко мне женщина подошла, там сделала комплимент, говорит, очень красивый у тебя этот пляжный халат, где ты покупала. Ну, то есть поговорили, абсолютно не обязывающая беседа. А это именно хай. Смотрит вот так вот ручкой машет, то есть я вижу, что она кокетничает, я вижу, что она заигрывает. Пора на меня. Так вот сначала посмотрел, но тоже потом убедился, что нет, она не мне. Why is it girls talk? I am not talk. She say I. Парам оправдывается. Я тут ни при чем, я тут ни при чем. Ну и Парам ей ответил, и она дальше задавать вопросы. Там, а как дела? А откуда ты? Я не понимаю, это сегодня было и вчера тоже. Мы вчера вечером пошли в кафе, Параму захотелось поесть хали, и там тоже была официантка. And yesterday that waiter woman in cafe тоже как это начала... Ну, говорит, ну да, с ней я разговаривала, тут он уже не отрицает. И мне Парам говорит, ну она сама, она первая начала, она улыбается, ну да, может быть, это как ее работа, улыбаться всем, но почему-то она не мне улыбалась, не Артуру, да, она могла бы позаигрывать с ребенком, как это часто делают для маркетинга. Нет, она именно с Парамом близко подходит, вот это вот, знаете, как пристальный взгляд, поправляет волосы. Ну, я думаю, что меня в основном все женщины смотрят. Вы знаете, да, все эти женские уловки пикаперские. И мужчина это тоже считывает, но Парам тоже как обратил внимание, что она не просто так с ним общается. Ну, а мне он говорит, ну, я с ней поддерживаю беседу, говорит, даже если бы это был парень, мне просто интересно, ты же знаешь, что я люблю все про всех узнать, откуда она, что она, сколько работает. То есть они там, наверное, минут 5, и я рядом сижу, как дурак. Но мне настолько неприятно, я даже Параму тогда сказала, говорю, если тебе хочется с ней там, или с кем-то еще пообщаться, давай без меня ходи, говорю, я себя чувствую неловко, я действительно ты меня как компрометируешь. Ты пришел с женщиной, со своей женой, общаешься с другими, а он говорит, а нет, это все нормально. One straw you drink, na? Давай 2 straws now you drink. Так, я смотрю, здесь отбоя нет прямо от клиентов. Это уже они второй кокос пьют. В первом кокосе малая оказалась не очень вкусная, Параму не понравилась. Говорит, он любит нежный вкус. Давай, поехали. Спасибо. Заботливый мой муж. Я не знаю, у меня раньше таких проблем с Парамом не было. Чем старше становится, он как коньяк или как вино дорогое. Чем старше, тем вкуснее, что на него обращать стали внимание женщины. Или женщины здесь такие вот, как это несправедливо, да? Репутация у славянок, что славянки распутные. А по поводу индианок все говорят, что они такие кроткие, застенчивые, сама невинность. Но на самом деле все наоборот. У меня даже есть много чего я могу вам рассказать. Ну, может быть, даже кое-что я расскажу. Я ж не буду имен называть и показывать этих людей. Мы живем в Матаране, у нас все про все друг друга знают. Так вот, где-то 5 женщин я таких знаю, которые совсем не кроткие и совсем не невинные. Сейчас. Ой, боже, может, не надо это на камеру? Да, очень вкусно, да? Угу. Очень вкусно, говорит. Ну да, вот это вкусное, вот это нежно. А тебе какая больше нравится, Артур, малая? Вот это, ну дай Парам, дай Артуру. Это очень полезно. Так, вот мы и подъехали. Подъехали к нашему жилому комплексу. Вот ворота, здесь находится офис, но мы решили сначала сделать круг почета, показать вам и самим, конечно же, в первую очередь посмотреть, что тут изменилось. Вот changes. Что изменилось? Так, ну это все входит в жилой комплекс, это по секторам разделено. Этот, видите, сектор
еще долго будут строить. А вот это вот центральный вход именно в жилой комплекс. Вот, и здесь уже обстоят дела намного лучше. Здесь практически уже все готово. Ну, давайте проедем. Я вспоминаю, что 6 месяцев назад мы проезжали здесь и также работали там на газончике люди, как и сейчас там. Ну, красиво, да, вот видите, как зелено. Угу. Это строят 5-звездочный отель тоже на территории жилого комплекса, но его как в последнюю очередь. Угу. Нам по телефону говорили, что уже в этом месяце будут торжественно вручать ключи жителям первого сектора. Но, по-моему, все квартиры пустые. Еще не заселились люди в них. Ну, хотя действительно, да, есть изменения. Даже вот пока так мы, как за заборчиком вокруг едем и оцениваем. Сейчас вовнутрь зайдем и посмотрим более детально. Вот здесь даже еще окна не вставили в этих домах. Покажи, Парам, пальцем, да. Вот это вот наш этот, ну как, ряд, ролл, да? Отсюда именно нашу квартиру не видно. Так, ну немножечко вам покажу, что напротив, какие здесь уже жилые комплексы стоят по соседству, готовые. Я себе пообещала, что я плакать не буду, расстраиваться не буду. А, это тоже наш, с другой стороны. Я просто, ну как, не все, естественно, не весь ряд видно за забором. Нам присылали фото как прогресс. Что они там в течение каждого месяца фотографировали внутри нашу квартиры. И там было показано, что уже окна вставлены. А сейчас вот тот дом крайний, который я увидела, там ни окон, ни дверей. Ну, может быть, это не наш. Что ты кричишь, а? Монтаж. Монтаж что? Это все. Артур, это же похоже, как перевозбужден. Он действительно, ему не терпится уже поскорее квартиру. Очень ему хочется. Он оживился. То такой серьезный был, спокойный, а сейчас уже оживился. Ну все, подъезжаем вот к офису. Мне уже даже не хочется видеть эти наглые рожи, извините за выражение, который постоянно нам врет, рассказывает, ну, постоянно с одним и тем же мужчиной. Все время с одним и тем же менеджером мы общаемся. У него мы заключали контракт. И он все время врет, нагло смотрит в глаза и говорит, да-да-да, вот уже совсем скоро, баки забивает. Что тут никого нет в офисе? В офисе. Выключи, ну хорошо. Кофе. Хорошо, здесь прохладно, кондиционер, а то мы так зажарились по дороге. Но сейчас позовет нашего менеджера. Это не наш, этот парень, который принес воду. И сейчас принесет чай, кофе. Пока, видите, Артур медитирует, глядя на будущую квартиру. Зрителям тоже покажу. Мы пока ехали на байке, Параму позвонил его папа Парама, и он на руках у себя держит своих правнуков. Это Паван, все его знают, Притин сын, а это дочка, которая недавно родилась. Посмотри, какой пухляш. Такое, посмотри, хорошенькая. Специально, видите, позвонил, говорит, посмотри фото, говорит, я тебе прислал. Парам, so where is our manager? Сегодня его нет, и Парам общался с девушкой, опять с девушкой, и она сказала, что ваша квартира будет готова в октябре, да? In October. Да. Сейчас они говорят в октябре. Это ни о чем, это мало о чем говорит, поэтому я просто передаю их слова.
Возможно, в октябре они скажут, что квартира будет готова в мае. Так, ну и сейчас мы поедем, вот этот вот парень нам проведет, скажем так, экскурсию небольшую. Мы заехали с центрального входа, и прямо сейчас мы находимся на территории нашего жилого комплекса. Парам тоже снимает видео. Ну что, сразу бросается в глаза зелень. Сколько много здесь цветов, какие клумбочки. Видно, что их поливают. Подписали, что это парк. Хотя для парка, ну, как-то громко сказано. А почему вы why you remove shoes? Почему вы поснимали обувь? Здесь можно ходить босиком. Приятно, да? Приятно проходить по такому покрытию. Мы сейчас находимся рядом с бассейном. По-моему, там даже вода в этом бассейне уже. Поэтому, наверное, здесь и такое покрытие. Рядом с бассейном это вообще клабхаус. Сейчас здесь будет тренажерный зал, какие-то indoor games, развлечения. А? Закрыто там. Мы прошли через клабхаус и оказались возле бассейна. Посмотрите, какой он большой, да? По макету не скажешь, не поймешь размеры. Уже поставили горки. Водичка уже. Я так понимаю, что сейчас они как проверяют эту всю систему. Здесь будет и джакузи, и быстрая река, и много чего еще. Что-то еще пора, говорит, нам сейчас покажут интересное. Яркие стены, яркие дома. Действительно, вот как настроение даже поднимается, глядя на это все. Тут будет ресторан. То somebody must take rent, да? Ага, то есть это ресторан. Если хотите, кто хочет, берите в аренду это помещение, открывайте здесь ресторан. Вот, подписали ресторан. О, Парам уже говорит, может быть, я должен, может быть, мне. Ну, было бы действительно, да, классно, но у нас уже нет на это средств. Было бы классно. Рядом, ну, как, собственно, и сейчас у нас, да, вот, на протяжении всех лет, сколько я здесь живу с Парамом, у нас дом и работа совмещены. А вот Парам, когда мы обсуждали тему переезда в Гоа, Парам мне всегда говорил, что он будет открывать бизнес в Калангуте, но это очень далеко. Это ресепшн, вот, это ресепшн. То есть это мы сейчас подробно рассматриваем клабхаус, да? Это здесь клабхаус. Пати-холл, да, здесь можно вечеринки устраивать тем жителям этого комплекса. Мультипрос-холл. Торжественное вручение ключей откладывается на следующий месяц. Но это так нам сейчас сказали. Это не факт, опять же, вот со второго этажа как красиво все смотрится. Это мы сейчас проходим тренажерный зал. Джим. Туда можно войти? Нет, закрыли. Ну, закрыто здесь, видишь? Now I must check my gym how it is. Парам говорит, я сейчас должен проверить, каким будет мой тренажерный зал. My gym, говорит уже, my gym. Но, наверное, еще здесь не все поставили. Как-то мало. Девчонки, видите, здесь работают, сидят там в телефонах или так болтают. Активнее бы работали, уже давно бы мы здесь тренировались, да, каждое утро в этом зале тренажерном. А так еще до октября это минимум, да. Ну, сними, Артур, тапки, сними тапки. Уважай труд людей. Вот, значит. О, Артур, посмотрите. А то вы мне часто пишете, а почему Артур какой-то грустный? Почему Артур недовольный? А сейчас вот показываю. Мальчик нас оживился. Но это тоже делать упражнения. Вот можно лежать. Для спины очень хорошо. Много упражнений. В основном женщины используют.
Говорит, закрой глаза. Close your eyes. Ну, Close хорошо. your eyes. Come, come, come. Вы уже, я с закрытыми глазами, а вы уже, наверное, увидели, что там пора. Я не вижу. Open eyes. О, для йоги специально зал. My whole life yoga track. They make proper. Мгм, ну да, классно, конечно, да, все качественно здесь сделано. Нет никаких претензий насчет этого. Зеркало на всю стену, класс. Так, пора, так интересно его слушать уже так. Это для груди хорошо. Он именно, ну как, это, естественно, тренажеры более современные, не такие, как у нас в Матране. Поэтому он какое-то время уделяет, чтобы сообразить, для чего, что именно он будет тренировать конкретно на каждом тренажере. Артур, а мальчик-то наш как разрезвился, а? No problem. Come in. Сейчас я вышла на крышу клабхауса. Что здесь будет, непонятно. Может быть, чил-зона. Просто тут можно будет расположиться, позагорать, принимать солнечные ванны, а может быть и нет. Некому подсказать, некому сказать. Напишите в комментариях, может быть, кто знает. Ну, обычно, да, вот на крышах индийцы любят. Иду, спускаемся. Ну, любят просто проводить время, там, я не знаю, потанцевать, потусить, пообщаться. Здесь есть парикмахерские, салоны красоты, библиотека. Ну, я почитала, еще не все работает, но подписано. Каждое помещение. Вот лифт здесь есть, он еще не работает. Вот, например, это, да, библиотека. Вот салон женский салон красоты. Там дальше это вот, мужской салон. Ну, я так понимаю, что они будут все эти помещения сдавать в аренду. Что? Ну, какие-то игры. Бильярд, в общем, ну, как indoor games. А вот этот парень, менеджер. Очень хорошо, но на самом деле не очень. Говорит, он все время врет. Ну да, мы ему уже открыто говорим, что он лапшу на уши вешает. У меня даже, знаешь, Артур, такое впечатление, что он здесь был, нам девушка сказала, что его нет, ну, как он выходной сегодня, а я думаю, он просто не захотел с нами видеться. Потому что, ну, Парам тоже с ним так строго уже общается, что-то, ну, что ж ты постоянно врешь, не можешь нормально сказать, чтобы мы уже знали, что рассчитывали. Если бы нам сразу сказали, что это все затягивается, мы бы быстрее там, в Матаране бы открыли этот новый бизнес и зарабатывали бы деньги. А так мы, получается, в таком положении долго находились. Непонятно, ну, что делать, как дальше жить. Сразу бы сказали, что это затянется на много лет. И не обнадеживали бы нас. Так, ну красиво, ладно, я сейчас обещала. Я как увидела этого парня, занервничала, наверное, даже это заметно по голосу. Голос изменился, ну, потому что он в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, довел меня до слез. Что? Я лучше освежусь чуть-чуть. Не надо. Может, она, Артур, грязная, эта вода какая-то техническая. Ну, а сейчас самое интересное. О, боже, здесь эхо. Парам, показывай, где окна нашей квартиры. Здесь greenhouse? Да, green. Greenhouse, окей. 1, 2, 3. That one. Window side, near window. This glass window, no? Вот здесь white near, да? Да. Вот это вот наши на третьем этаже. Там внизу это парковка. And down this is parking. Да. И вот первый этаж, второй этаж и третий. Вот это вот наша квартира. Вот это вот наша квартира. They take one more year. No, not. Come on. They take one more year. Парам говорит, ну 100% это They all time say, next month, не меньше года еще уйдет на строительство. А зачем они покрасили? Для чего они покрасили, если тут ничего? Окна даже не вставили. Монтаж, я же говорил, монтаж. Монтаж, говорит. windows they show. They. Я поняла. То есть, смотрите, они нам присылали фотографии нашего ряда, 5-го ряда. Кое-где, вот, видите, в соседних домах уже окна поставили. Вот, видно вам? Понятно. Ну, это, кстати, радует. Значит, сейчас они как в процессе. Значит, наша, вот, ну, как бы, очередь дойдет совсем скоро до нас.
Вот, тут уже стекла. И внутри там уже плиточка. We don't have staircase for going there. See, all everyone were available. Да, Парам сейчас объясняет в офисе сразу, как мы только пришли, нам отказали. Говорит, не будем мы показывать вашу квартиру, потому что еще даже ступенек нет, как будто бы еще нет ступенек. А здесь есть ступеньки, ну, они, в принципе, да, я сейчас вижу, что вот наша квартира сейчас без окон, поэтому туда заходить опасно. Но во всяком случае, вот, ребята, я вам показываю, вот. А то вы мне в комментариях пишите: Наташа, хоть покажи вашу квартиру, зайди, зайти смогу, наверное, через полгода. Парам говорит, видите, какой оптимист, говорит, в следующем году они тебе точно покажут, хотя они обещают, что в октябре уже дадут ключ от квартиры. Но Парам уже понимает, что максимум, что это они смогут показать внутри квартиру. Все, мы уже дома, и сейчас самое время подвести итоги дня насчет квартиры. Значит, во-первых, что я хочу сказать, что я поняла. Я поняла, что мы и вы вместе с нами еще долго будем наслаждаться прекрасной жизнью в Матаране. Знаете, я в этот раз, видите, у меня прекрасное настроение, я не расстроилась, я не плакала, приняла это все как данность. Буду наслаждаться жизнью здесь и сейчас, а не жить в будущем. Вот. Насчет Парама. Парам вообще у меня обрадовался. Он убедился в правильности своего решения насчет продолжения бизнеса в Матаране, насчет того, что он вложил деньги в строительство 4 номеров. Все-таки он немного сомневался раньше, а сейчас он понял, что он был прав, что заключил долгосрочный контракт, и он обрадовался, что стройка затягивается. Знаете почему? Потому что мы выплачиваем деньги по мере строительства. И получается, что если бы они сейчас уже почти заканчивали, нужно нам было бы вносить очередной взнос. Мы примерно еще 20% не заплатили, а этих денег у нас сейчас нет. Парам все вложил. Ну и, как вы понимаете, стройка еще до сих пор не закончена, и возвращаться деньги будут спустя некоторое время. Вот. Ну и потом еще мебель покупать, автомобиль покупать. На все это нужны деньги. Так что Парам даже рад, что стройка задерживается. Я не могу сказать, что я этому очень рада, но уже, как я сказала ранее, что есть, то есть. Живем дальше. Все, всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.